Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Что будет, если долго не выполнять коррекцию и перенашивать покрытие? Теперь нам предстоит выполнить тотальное преображение. Что получится, смотри видео. Поехали! Смотрите, какие сегодня ногти попались на преображение. Им больше 1 месяца, модель ими активно пользовалась. Даже если согнуть, прямо совсем ногти сгибаются, прямо страшно. Сегодня необходимо это все исправить. Как вы можете заметить, практически все ногти треснули по центру, по стрессовой зоне. И хотела бы тоже с вами разобраться, почему так происходит, вообще почему ногти в таком состоянии. Как я уже сказала, модель активно использовала ногти. Что это значит? Она ездила в отпуск, плавала, о камушки била свои ногти, в общем, и так далее. Говорит, что она ими очень уж активно пользовалась, и поэтому, по ее мнению, ногти пришли в такое состояние. Но, честно говоря, если уже разбираться более подробно, то причина не только в этом, потому что сколько маникюров выполняются в отпуск, сколько людей ездит на море и плавают, и стучатся своими ногтями о камушки, но такого результата не происходит. Мы с вами можем заметить, что рост ногтевой пластины у модели вниз, особенно на указательных пальцах. Исходя из этого, у нас увеличивается нагрузка на кончик ногтя, на свободный край, и могут появляться вот такие трещины. Это говорит о том, что недостаточно была укреплена стрессовая зона, и по центру достаточно мало материала, то есть тонкое покрытие, поэтому ноготь не выдерживал нагрузки и давал трещины. Помимо этого, тут было выполнено до наращивания на нижние формы, и у меня есть подозрение, что мастер неправильно устанавливал шаблоны, за счет чего начали появляться трещины по точкам роста, это частое явление при неправильной постановке формы, и они потянули за собой уже такие кардинальные сломы. Ну что ж, смотрите, после снятия осталось из 10 ногтей буквально несколько живых, а многие сломаны под корень, благо, что они уже чуть-чуть отросли и не доставляют дискомфорта модели. Поэтому очень аккуратненько отпиливаю свободный край, чтобы не повредить кожу гипонихи, и удаляю отслойки и остатки предыдущего материала. А зону около кутикулы забафлю для того, чтобы не травмировать ногтевую пластину лишний раз жестким абразивом, который тут нам не нужен. На мизинчике ноготь очень сильно треснул. Прямо по ногтевому ложу идет эта трещина, поэтому тоже стараюсь работать крайне аккуратно, не поддевая этот ноготь, работаю от трещины. И теперь мы приступаем к аппаратной обработке. Видите, даже местами ноготочек как будто бы отходит. Вот настолько сильная была нагрузка и воздействие на свободный край, что ноготочек даже отслаивается. Конечно, в таком случае лучше не делать большую длину. Можно выполнить наращивание небольшой носибельной длины, чтобы модели было комфортно. Помимо этого необходимо выполнить правильную архитектуру и укрепить стрессовую зону, поднять клюющие ногти для того, чтобы не было рычага давления на свободный край. Сегодня мы будем выполнять восстановление при помощи верхних форм. Они быстро помогут поднять клюющие ногти, да нарастить то, чего нету, потому что если свободный край неровный, то обычными бумажными формами мы сможем выполнить наращивание, но необходимо будет подольше посидеть с вырезом шаблона. Ну а верхними формами этого делать не нужно, они все сделают за нас, поэтому ими в данном конкретном случае будет сработать гораздо быстрее. И еще в таком случае, так как ногти у модели вниз растущие, необходимо вовремя выполнять коррекцию. Уже перед поездкой на море она говорила о том, что ногти прилично отросли, и уже тогда требовалась коррекция, но она все-таки на свой страх и риск поехала с отросшим маникюром, и такой результат. Но еще раз повторюсь, что я не считаю, что тут дело в отпуске и в море, а дело в материале, в архитектуре. Конечно, отчасти в том, как модель обращается с данными ногтями. Возможно, там, знаете, кто-то делает активную уборку, либо ногтями очищает какие-то жесткие поверхности. В таком случае ногти изнашиваются, понятно. Но в целом такого эффекта не должно быть. Самое главное, правильная архитектура. А вы уже слышали, 18 сентября пройдет грандиозное событие для нейл-мастеров.
Nail Блеск – масштабное мероприятие от школы Сакрамел, куда я вас приглашаю и буду с радостью ждать. Подробнее о мероприятии вы можете узнать, перейдя по ссылке в описании, либо посмотрев мой недавний ролик на канале. Ну а мы с вами переходим к покрытию. Наносим подготовительные препараты, праймер для того, чтобы теперь не было таких отслоечек, и базу. Базу специально наношу тонкой кистью для того, чтобы нанести тонкий слой, для того, чтобы не попадать на трещинки. И, кстати, глубокие трещины необходимо отремонтировать. Для этого использую файбергласс, нетканый материал. На непросушенный слой базы ставлю кусочек этого материала, притаптываю кисточкой, чтобы он стал полностью прозрачный, и отправляем в лампу на просушку. Все, вот так вот отремонтировали быстро трещину, и можно приступать к подбору верхних форм. Прикладываю, сильно не давлю и смотрю, формочка закрывает боковые стороны или нет. Если она маленькая, значит меняем на размер побольше. Поэтому самый главный показатель — это чтобы были закрыты точки вроста. Вот и все. Теперь беру очень красивый гель с шиммером от Космопрофи, раскладываю его в верхнюю форму, свожу на нет к зоне кутикулы и будем прикладывать. Обратите внимание, что у меня небольшое количество материала, но тем не менее, благодаря тому, что форма идет ровно, у нас не будет такого вниз растущего эффекта. Модель отметила, что ногти получились достаточно тонкими, до этого у нее были более толстые, и ей казалось это нормой, что так и должно быть. Еще вот один лайфхак, который я в последнее время часто применяю, это просушенные боковые стенки. Благодаря этому, когда мы прикладываем формочку, у нас всегда есть материал на боковых стенках, они не пустые. И устанавливаю форму максимально близко к кутикуле, для того, чтобы практически там ничего не пилить. Нужно только единственное поставить аккуратно, чтобы у нас не было никаких затеков, тогда и не придется пилить. Просушиваем все и снимаем. Смотрите, уже какие потрясающие красивые ногти. Как красиво смотрится этот гель с шиммером. Вообще супер. Видите, чуть-чуть необходимо доработать. Где-то такие маленькие ступенечки. Для этого использую твердосплавную насадку с тонким носиком. И теперь придаем форму, сделаем слегка покороче. Помним, что у нас повреждена ногтевая пластина, слишком большую длину не делаем. Могу слегка пройтись по боковым стенкам, если где-то есть неровности. И иногда я еще прохожусь по поверхности, если она округлая, а мне хочется более четкие линии и ровную продольную без изгиба. Ну и, конечно, не забываем про торцы. Это же твердосплавной насадкой выпиливаю толщину, переворачиваем, убираем предыдущий ноготочек, сглаживаем переход, убираем некоторые затеки геля. И теперь можем перекрывать топом. Вот и все. Ногти выглядят уже абсолютно по-другому. Я уверена, благодаря правильной архитектуре будет другая носибельность. И что мне еще понравилось, получился очень плавный переход к зоне кутикулы, смотрится максимально естественно. Модель, конечно, была шокирована такими ровными ногтями, не привыкла видеть свои ногти такими, но в целом результатом она, как и я, остались довольны. Как вам наш результат? По-моему, получилось супер круто. Если и вам понравилось, поставьте пальчик вверх и смотрите на канале другие видео с преображением ногтей. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!